Ну, сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Ужас какой. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемые или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. А, почему? Я не спрашиваю. Есть какие-то средства от Виндиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли. Что за хрень? А раз эти Виндиго раньше вроде как были людьми, может, в них осталось что-то человеческое, а? Ну, кое-что, конечно, осталось. А это правильно? Что если их можно вылечить или... Они теряют свои права, как только начинают есть людей. Их нельзя вылечить, нельзя спасти. Но если они все еще люди, разве можно на них нападать? У тебя есть выбор. Либо он, либо ты. Можешь, конечно, его пожалеть. Он тебя точно не пожалеет. А. Что с ним случилось? Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша, может, он здесь. Сначала Виндиго тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. О, черт.
черт! Проехали. Стой! Не двигайся. Беги! Давай, живо, живо! Назад! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! О, черт! На, получи! Черт! Слава богу! Скорее пусти меня! Крис, что произошло? Надо уходить! Эта тварь прямо за мной! Беги, 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 беги! Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? Он... Его убили? Ой, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. Кошмар. Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет. Правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то... Все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм? Что? Хрен с ним. Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. И не знаю, что это значит, но я нашел там стул. И на нем была запекшаяся кровь, как будто кого-то пытали. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет.
Что это? А? Что? Что это? Эш. Господи, боже мой, только Да не это, какой ничего, ужас, ну боже подумаешь, мой. укус. Укус? А чей укус? Ну это... Виндиго. Что? Ну правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете. Это ерунда. Да ну. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты А он слышала? это имел в виду? Да, раз он тебя укусил, ты тоже станешь Виндиго и захочешь убить нас. О, Господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай, ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребят, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Виндиго тут же меня разорвет, как разорвал того... Да уйди ты, наконец! Слышишь, ты! Уйди отсюда! Эй, Ладно, эй, Майк, остынь! ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Мы все в опасности, пока ты здесь! Нет. Мы все! Нет, не надо! Мне очень жаль. Нет, я не могу. Господи. Ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин, черт! Следите за ней. Если хоть что-то пойдет не так, что делать знаете. Да. Ждите здесь. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Я думала, он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет, это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Да он же ненормальный. Тут очень давняя история. Тут сказано, что поскольку Виндиго мутирует из людей,
Они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. О, нет, нет, нет. Что? Нет. Что там написано? Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что ты сказала? С тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это Но не нормально? убил же. А эта сука только рада. Не надо, она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Хватит. Никто не знал. Слушай, хватит, даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Прости меня. Ну, пожалуйста, прости меня. Черт. Нет, нет, нет. Нам нужно к Майку. Срочно. Эх ты, Джошуа, зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться, помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так с ними? Эшли тебе ничего не сделала, и ты ненавидишь ее настолько? Они не хотели ничего плохого, чтобы так намеренно совершили глупую ошибку
и твоих сестер постигла трагедия. Никто не хотел, чтобы так случилось. Но так вышло. И они раскаивались. По крайней мере, пока ты не устроил им эту пыточную камеру. Надеюсь, еще не поздно раскаяться, Джошуа. И что твои друзья, если они впрямь тебе друзья, могут спасти тебя от того, что будет похуже смерти. Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Его нет. Мы опоздали. Тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое, Эм? Может, он забрал Джоша в шахту? Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили. Стой! Нет, я не могу. Господи. Ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Так.
Обалдеть. Куда делись волки?
Теперь найти виллы и собрать толпу. Годится. Фига себе. Ладно.
Ах ты жесть. Ах ты жесть. Чтоб я сдох. Была не была. Класс. Ты тварь. Кошмар. Смотреть противно. А двери здесь бронированные. Тут буйных, что ли, держали? Что это за место? Охренеть!
происходит? Чтоб я сдох, не верю своим глазам. Охренеть! Охренеть! Да кто он такой? Прости, старик.
Черт, черт! Да что тебя? Твою мать! Ты сдох! Отвали! Это еще что? Зараза. Ладно. Ну давай, сволочь. Где ты? Черт. Какого? Что? Кошмар. Господи. Так. По очереди. Меня хватит на всех. Что у тебя? Ладно.
мой. Боже мой. Давайте, не тормозите, надо искать Майка. Идем. Эй, я тут хромаю немного. Вам лучше идти без меня. Нет, Крис, мы тебя не бросим. Пойдем вместе. Ничего, Майк подождет. Черт, наверное, Майк за собой закрыл. Придется искать другой вход. Стоп. Эй, а может сюда? Может, попробуем? Ну, другого выбора у нас, похоже, нет. Боже. Честно говоря, мне совершенно не хочется туда лезть. Ну, кто первый? Неплохо. По этому тоннелю можно пройти в лечебницу? Конечно. Куда еще, по-твоему? Крис, я знаю, ты ранен, но надо идти быстрее. Я пытаюсь, Эш. Эй, люк надо закрыть, да? Ну а вдруг нас преследуют? Да, ладно, закрывай. И пошли скорее. Ты тогда догоняй, ладно? Ага.
там? Слышишь? Джессика? Это ты? Эй! Черт! Наконец-то, я уже думала, не выберусь. Слава богу. Вон, смотри. О, прекрасно. Лестница сломана, нам туда не забраться. Нет, мне кажется, у меня получится. Это как скалодром. Дальше я одна. Встретимся потом в доме, я пойду за Майком. Удачи! Давай. Я смогла. Я победила.
Вот так. Ну, давай, ты же сможешь. Жива, как минимум. Да, и это радует. Так, и зачем ты сюда пришла? Хотела предупредить тебя про Виндиго. Я уже в курсе. Теперь найдем путь в логово этой твари. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой. Не двигайся. Твою мать! Какого Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. О, теперь найдем путь в логово этой твари. Не знаю, был ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уж очень тупо. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь, но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. Что? Нет. Нет, 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 нет. Нет. Нет, нет. Нет, 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 не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Вас нет! Заткнитесь! Нет, вас нет! Еще не готова. Ты нами манипулировал. Ты просто трус и рехнулся. Ну хорошо, пойдемте. Я не буду вас слушать. И что ты чувствуешь? Приказывать. Я больше не буду вас слушать. Время Джоша истекло. Ладно. Ладно.
верю вам. Я вам верю. Нет. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет, только не это. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое! Скиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Почему оставил умирать? Не хотел вашей смерти. Клянусь. Я не буду вас слушаться! Нет! Ты этого хочешь? Нет! Зачем вы это делаете? Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джош? Вас нет! Ты хотел нашей смерти? Я как-то не ожидала, что эта тварь настолько уродлива. Да, и я заметил кое-что странное. А что? У Виндиго был шрам. И? Я такой видел. В каком смысле? Я видел старые фотографии. Там был парень с таким же шрамом. Он превращался в Виндиго. Гонишь. Один из шахтеров, попавших под обвал в 50-х. То есть этой твари уже лет 80. Минимум. Да, прыткий старикан. Они там всех убили. Кучу народу. Они? То есть, там есть еще? О, да. Сколько? Много. Кажется, оно рядом. Логово. Ты уверена? Не уверена. Просто стало как-то не по себе. И мне. Я не хочу туда лезть. Другого выхода нет. Майк, это то, о чем я думаю? Черт. Похоже на могилу. О, боже. Майк, часы Бет. Это ее часы. Что? Покажи. Смотри, здесь был крест. Здесь ее похоронили. Но кто ее выкопал? Пойдем отсюда. Ладно, я пошла. Давай, можно. Уверен? Ну, я пока жив. Не говори, Гоп.
О, черт! Пальцы онемели. Погоди, я думала, глубже не будет. Я этого не говорил. Я сказал, можно заходить. Ну, типа акул нет и все такое. Акулы? Класс. Спасибо. Черт! Это почерк Ханны. Прости меня, Бет. У меня нет выбора. Только так я смогу выжить. Если кто-то это найдет, простите, мне пришлось. Выбора не было. О чем это? Господи. О боже, я поняла. Это Ханна выкопала Бет. Это была Ханна. Нет, это... Майкл. Это бред какой-то. Именно так оно и было. Если так, то все сходится. Бет разбилась насмерть. И что? К чему это ты? И Ханна ее похоронила. Кошмар. С ума сойти. Ханна провела здесь. Не хочу это слышать. Она тут умирала. Она была в отчаянии. Хватит! Надо найти Джоша. Скорее. Становится глубже. Да, точно. Так, так. Эй, уже помельче. Еще немного. Ради бога, не каркай. О, давай. Все уже.
Она... Ты видел? Да. Трупы. Немного. О, боже. Нет! Меня тошнит. Стой! Я что-то видел. Джош! Не буду вас слушаться. Буду слушаться. Вы не можете мне приказывать. Вы Джош? больше не будете мне Эй. приказывать. Не надо больше мне приказывать. Ладно. Я верю вам. Я верю вам. Я вам верю. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Майк, Джош! Привет! только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Джош, Ханна провела здесь недели, месяцы. Она выкопала Бет. Майк, Давайте уже свалим отсюда. хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем. Встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Ох, ну, зачем так сильно... Это? Ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ.
Я не хотел вашей смерти. Нет. Я знаю. Знаю. Ладно. Уходи! Тебя нет! Ханна! Нет! Нет! Черт.
Сэм! Майк. Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Ладно. Майк, куда делся Джош? Он унес его. Господи, жуткая смерть. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? О, и как, по-твоему, мы выберемся? Стараюсь об этом не думать. Нет, бежим! Бежим отсюда! Скорей, скорей! Скорее, уходим! Беги! Черт! Стой и не двигайся.
Черт! Нет! Тот мужик... Даже не знаю, с чего начать. Сначала вы думали, что он вас преследует. Скажите, ваши друзья тоже так думали? Ну да, но... А может, они его убили? Что? Нет, вы не понимаете, разве не ясно? Если он на вас напал. Он спас меня. Я видел, как он погиб. Я слышала Джессику, не понимаю как. Она туда попала, но я знаю, это была она. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо, и мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. А как вы попали в шахту? Меня схватили и потащили, и... И что вы видели? Я не знаю. Я не знаю. Он сошел с ума. Такое творил. И я думал, это он напал на Джесс. Мы с ним дружили. После несчастья он много общался со мной. Говорил, только я его понимаю. Я думала, мы на одной волне. Если хотите поговорить, Не хочу. обычно после такой душевной травмы... Спасибо, не надо. Я ткнула его ножницами и попыталась убежать, но я не знала, честно, я не знала. Не знали? Кого вы ударили? Ну, я ударила маньяка. Я не знала, что это Джош, но оказалось, он и был маньяком. Откуда нам было знать, что у Джоша были эти пилы, пистолеты и... А Мэтт, вы его нашли? Нет, пока нет. Боже, он погиб? Погиб? С чего вы взяли? О, нет. Он был... Господи, я вела себя с ним как стерва, а ведь, наверное, могла бы ему помочь, могла бы спасти его. Ваша подруга Эшли говорит, что пыталась помочь. Нет, Она слышала ваши крики. нет. Это не я. Майк, Что вы помните? он пришел за мной. Пришел. В смысле? Где он? Он выжил? Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Я увидела, что там. И очень хотела бы это забыть. Тут что-то есть. Вижу одного человека. Один человек. Повторяю. Это... О, черт. Назад! Нет! Подходи!
I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I played Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people, and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game, and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin, and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little. Very sensitive. It picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team. It comes through as a graph. I'm so sorry.
There's no point testing 1 or 2 people, you have to test a lot of people. And watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high in that game. There's 2 things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually be maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Yeah, fast and violent. All right, from the top. My name is Jason Gray. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via 2 separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatise to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia.
Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. America's North Woods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The North Woods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879 in the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck,
Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. What the hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalisations of the Wendigo, we used our own vocalisations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive, and chasing you throughout the game. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did.
I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals. And she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot, though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy. When he wants he's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on.